Всем привет! Меня зовут Кристина, вы на канале Вязание. Начинаю новый вязовлог и подключилась показать, чем я занималась в последнее время. У меня есть несколько готовых работ, начатые процессы и покупочка пряжи. Начну с готовых работ. А, Перед Новым годом у меня поступил заказик на вот такого вот жирафика. Это жирафик по иностранному мастер-классу. А, Ссылочку на автора не буду оставлять, так как мне постоянно пишут комментарии и в директ пишут, в общем, что автор не отвечает. Я не знаю, в чем проблема. Я данный мастер-класс покупала через английский сайт какой-то. Ну, точнее, не я, а муж покупал мне в подарок. Вот, поэтому я не знаю, как связаться с автором. Я так понимала, что можно было зайти в Инстаграм, нажать на ссылочку в Facebook, да, и как бы там девушке написать, но мне почему-то пишут, что она не отвечает, и поделитесь мастер-классом. Я мастер-классами не делюсь. Ну, в общем, я уже 100 раз это рассказывала, и, в общем, закрыли эту тему. Если я могу поделиться чем-то и что-то бесплатное, ссылочки будут в описании под видео. Если ссылочки нету, значит, у меня нет возможности поделиться мастер-классом, либо я не хочу рекламировать кого-то, да, допустим, мне мастер-класс не понравился, или какие-то свои там личные причины, поэтому, ну, прошу понять и простить, так сказать. В общем, вот такой вот жирафик. Вязала я его крючком 2,25, чтобы он был немножко так побольше. Через камеру, кажется, вот здесь вот просветы. И вот здесь вот как будто бы такие прям дырки. Но на самом деле в реальности их нету. И вот смотрите, если я поворачиваю, да, то как будто дырки в другом месте появляются. Конечно, не супер плотная вязка получается таким крючком, но, в общем, нормально. Девушка, которая заказывала этого жирафика, она у меня уже покупала тигряток, поэтому как бы она видела, какая вязка, какая игрушка. Я думаю, проблем не возникнет. Вот такая готовая работа. Следующая готовая работа — это вот такая вот уточка. Данная уточка по мастер-классу Антонины Дегтяревой. Ну, в общем, как я и сказала, ссылочка будет в описании. Это у меня уже третья уточка. Первая у меня уже у дочки. Ну, ее там уже не стоит показывать. Она вся такая затертая, зачуханная. Вот. Первая у меня была вот такая вот. Эту я вязала крючком номер 2. А вот эту вот решила связать крючком 2,25. Разница не особо большая получилась. Ну вот, голова, наверное, все-таки побольше. И вот, знаете, я смотрю на ножки. Либо я вот здесь вот двойка вязала, а потом мне вздумалось 2,25 вязать. Либо, может быть, оно так и было в схеме. Ну, в общем, только когда вязала уже следующую уточку, я присмотрелась. У меня здесь вот как будто бы такая плотненькая вязка идет, а потом раз, такая вот расхлябанная. Ну, не знаю. Не знаю, вот эти ножки каким крючком вязала. Ну, в принципе, это не особо важно. Но видно такой, знаете, как бы переход. Ну, или он только мне виден. Ну, видно, видно. Вот здесь вот такая вот вязка, здесь более плотная. Возможно, крючок другой был. А может быть, просто, ну, как бы в один день вязала, а тело в другой. Вот, здесь я чубчик не делала. Хотела сделать его желтеньким, но у меня не оказалось желтенького софти. Вот, повешу сюда карабинчики, и будут у меня такие брелочки. Пока месть. Я их отложила. Кстати, засекла я время, которое нужно для вязания этой игрушки.
но не определилась с ценой. В общем, на вязание вот такого свитерка у меня уходит 25 минут. И на всю игрушечку вот связать ее, собрать, пришить клювик, пришить щечки. На это все у меня уходит ровно 2 часа. Ну, там 1:50. Ну, как мы понимаем, одну дольше мы там что-то набиваем, вышиваем, что-то быстрее. Ну, в общем, вот такие вот дела. Получается, ну, грубо говоря, 2 часа 20 минут, да, 2 часа 10 минут уходит на вот такую вот игрушечку. Ну, свитерок у меня здесь съемный получается, он вот таким вот образом снимается. Хотя, я думаю, если кто-то купит, вряд ли кто-то будет там переодеваться, играться, так как не будет второй кофточки. Вот, это если там своим кому-то, да, связал. Хотя, может быть, детки там сошьют себе. Но у меня это будет вроде как брелочек. Ну, по крайней мере, брелок можно будет снять, и будет игрушка. Вот. И вот не знаю, какую поставить цену. Если вдруг вы вязали такую уточку. Так, давайте посмотрим, сколько она сантиметров. Так. Ну, где-то 10 сантиметров у меня получается. Ну, это так, грубо. Вот, 10 сантиметров. Вот это вот получилось поменьше. Здесь 10 сантиметров нету. Ну, возьмем хохолочек, будет 10. Вот. Если вы очень хорошо разбираетесь в ценах, да, либо вот вязали такие продаете, напишите, пожалуйста, в какую цену вы их продаете. Будет очень интересно мне почитать. Я очень люблю читать комментарии. Стараюсь на все ответить. Если не сразу, то потом. И еще у меня такие вот мои постоянные процессики. Это вот котики, но я их еще не оформила. У меня здесь 3 котика. Я вот где арендую полочку, даже во втором магазине точно так же хорошо берут этих котиков. Вот. Там я завезла 4, и один оставался на прошлой неделе. Ну, не знаю, отчет присылала только в воскресенье. И, в общем, не знаю, остался тут еще один котик или нет, но вот связала 3. Получается, как я уже и говорила, за счет котиков у меня оплачивается аренда полки. То есть котиками я расплачиваюсь за полочку, да, их покупают, а остальные игрушки у меня как бы стоят, чтобы их заказали, купили и все остальное. Так. И еще у меня вот здесь вот есть детальки. Это у меня уже лежат заготовки на следующих котиков. Знаете, когда, допустим, ну, нечего повязать, либо там хочется отдохнуть, да, вяжу котика между какими-то другими процессами. Но перед этим же нужно мордочку связать. Я вот мордочки такие связала, потемнее, посветлее, чтобы потом продолжить вязание котика. Так, ну здесь у меня ушки и мордочка от единорожки. И еще у меня новый процессик, так сказать. Мне моя подписчица, можно уже сказать, вязальная фея, да, или как крестная фея, подарила очередной мастер-класс. Спасибо тебе огромное, Катя, за это. Балуешь меня. Вот. И я буду вязать такие вот интересные игрушечки, у которых вот такие вот детальки. Вот. Ну, понятное дело, хотя, может быть, непонятное. Есть вариант, что это птичка, а может быть, что-то другое. Так вот, это не птичка. В общем, первым делом я хотела связать вот такие вот крылышки. Мне было интересно посмотреть, как это вяжется. И я связала. Вот, связала в белом цвете и в молочном.
В общем, я пробовала на молочном цвете вязать, а потом подумала, ну, может быть, не совсем оно подходит, молочный цвет. И вот в белом тоже связала. Ну, так как планирую связать не одну игрушку. Вот. Оставлю пока интригой. Хотя, возможно, кто вязал эту игрушку, тот знает, что это за игрушка будет. Ну и следующая подсказка — это вот такая вот деталька. Ну и кто, наверное, смотрит другие каналы и видели уже такую штучку, то поняли, что я буду вязать ангелочка, либо, как сказать, амура, да. Это платный мастер-класс. И вот я начала, не как все нормальные люди, я начала с таких вот деталей, которые были мне интересны, посмотреть, как они вяжутся. Я вот на фотографии в Инстаграм видела, что это какие-то такие кудряшки, но не знала, как это связать. Вот. Теперь я знаю, как вяжется. Вот такой вот паричок. Довольно-таки интересный момент. И вот в вязании крылышек тоже мне очень понравилось, как это все вывязывается. Ну, прям такое, знаете, ну, не реалистично, конечно, крылышко, но как-то детализировано, да, такое. Ну, то есть не просто овал какой-то, а именно такая вот хорошая, интересная деталька. Ну и, в принципе, это и все, что было у меня связано от ангелочка. Я очень надеюсь, что вот этот паричок налезет на игрушку, так как, ну, надо было сначала связать этого пупсика, а потом примерить, как бы влезет сюда ли голова, а потом уже эти вязать кудряшки. Вот, а я все сделала шиворот на выворот, но думаю, если что, я увеличу или уменьшу голову, ну, и буду надеяться, что все по описанию мне подойдет. Вот, такие вот у меня продвижения на сегодняшний день. И также в этом подключении хочу вам показать большую закупку пряжи. Я ее еще хотела показать в прошлом подключении, но так как мне нужно было уехать, я просто физически не успела это дело отснять. Я не буду показывать каждый моточек, каждый цвет. Если вдруг вас заинтересует какой-то цвет, я напишу. Ну, а так, я думаю, все, в принципе, позиции там такие знакомые. Ну, какие новенькие, я там, конечно, скажу, а так прям подробно показывать не буду. Первая упаковочка пряжи — это вот такая вот пряжа Yarnard Jeans, всеми известная. В принципе, это основная пряжа, с которой я вяжу, помимо Alize Cotton Gold. В общем, в Инстаграм я была подписана на девушку, которая занималась продажей пряжи. Я раньше у нее заказывала, но потом нашла более поближе, так сказать, магазинчик, да, чтобы была доставка более быстрая. Вот. Но в этом магазине была очень приятная цена. Всегда была ниже, чем везде. Но за счет того, что, ну, как бы доставка была дороговата из Подмосковья, да, то я как бы там перестала покупать пряжу, но, ну, так сказать, была подписана на всякий случай. Ну, в общем, там долгая история. И, в общем, этот магазинчик закрывается, и девушка распродавала пряжу, так сказать, по себестоимости. Моточек Yarnard Jeans стоит 60 рублей. Чтобы вы понимали, здесь недалеко в магазине, так сказать, у другой девушки я покупаю по 85, а, как вы понимаете, в рознице 100 рублей, 105, 110, ну, там уже как повезет. Вот. Поэтому я
так сказать, подумала. Мне, в принципе, пряжа не особо была нужна. У меня в наличии есть. Но кто откажется по 60 рублей купить пряжу, которая стоит 100 рублей? Вот. Я, в общем, как хомяк, накупила пряжи. Взяла всех по 2 моточка. Только вот там какого-то цвета не было по 2. Ну, взяла один. Итак, 76-й цвет, 20-й, 90-й, 72-й, 80-й, 78-й, 55-й. А вот этот красный. Так. Не хотелось раскрывать, конечно. Ну, этот красный или 56-й, или 26-й. Я не помню. В общем, тот, который с такими вот вкраплениями. Так. Я думаю, же неинтересно, да, там? Все видели, все знают, как она выглядит. Следующая упаковочка — это вот такие вот оттенки Yarnart Jeans. Не знаю, кому-то нужно, вот что в 50 граммах 160 метров. 55% хлопка, 45% полиакрила. Но я думаю, только новичок ее не знает. И то, я думаю, если кто-то приходит в магазин и спрашивает пряжу для игрушек, то ему уже дают полухлопок. Никто сейчас уже акрил не предлагает. Ну, если только детскую новинку там, ну и то редко. Вот такие вот оттеночки для авокадиков. Ну и так. Зелененький пригодится. У меня, кстати, такого там оставалось полмоточка. Бывает нужен на какую-то одежку, а его нету. Вот такие моточки. Далее я взяла пряжу Gazal Jeans. Это, в принципе, аналог Yarnart Jeans. Все уже вяжут. Я как-то вперед тоже покупала такую пряжу, вязала из нее. Какие-то цвета погрубее, какие-то помягче. Все точно так же, как в Yarnart Jeans. Только здесь вот немножко другой состав. Здесь 42% акрила и 58% хлопка. Здесь 170 метров в 50 граммах. Ну, якобы она тоньше, но я бы так не сказала. Там эти 10 метров роли не играют. Также бывает какая-то нитка потоньше, а какая-то потолще. Также и в Yarnart Jeans. Взяла вот такие вот расцветки. Здесь вот немножко другая палитра. Хотелось как-то разнообразить, так сказать, Yarnart Jeans, свои игрушки. И взяла вот такие вот цвета. Тоже, в общем, по 2 моточка. Вот такой вот горчичный я уже покупала. Вязала из него котика. Ну, остальных я не помню. У меня еще был какой-то розовенький. Ну, в общем, будет что-то у меня новенькое. Взяла вот такой рыженький. Хоть и год тигра уже прошел, но рыженький хотелось взять. Он не такой, как в Yarnart Jeans 85. Он немножко другой. Кстати, здесь уже другая этикеточка. Вот. Я только купила пряжу, а этикетка уже поменялась. И смотрите, моточек. Даже вот этот вот такой маленький, а вот этот, видите, побольше. Ну, как я и говорила, где-то вот потолще пряжи, моток больше получается, а где-то чуть тоньше и уже и моток меньше. В общем, я не думаю, что нужны цвета. В принципе, вы можете зайти на какой-то сайт. И на этом сайте посмотреть всю палитру, все расцветочки. Также в Инстаграм есть фотографии, можно разглядеть цвета. Ну, а так в общей картине понятно, какие цвета взяты. Я думаю, это не особо интересно. Всем нравятся разные цвета. Кому-то потемнее, кому-то только пастельные. Ну, в общем, как-то так. У меня нет никаких планов на эту пряжу. Я брала просто, так сказать, потому что дешево.
Мне нужна пряжа, ну и была возможность купить. Это не все. Еще я взяла вот такую вот пряжу. Точнее, вот такую вот расцветку, да. Это тоже Газал джинс. Взяла вот такие вот песочно-коричневые цвета. Вот. Розовенькие. Скоро у нас День Святого Валентина. Вот, я думаю, в таких расцветочках можно будет связать сердечки. Ну и, конечно же, красненькие. Вот. Кстати, смотрите, даже вот так вот через пакет видно, какая вот эта вот толстая пряжа, а вот эта вот тонкая. Хотя это одна и та же. Просто вот поменялась этикетка и пряжа тоньше стала. Хотя пишут все тот же метраж, 170 метров, 50 граммах. Но даже на вид, смотрите, вот два мотка лежит вот таких вот, да, и два таких. Будет даже интересно связать какую-то игрушку, скорее всего, единорожку, да, в розовом цвете можно связать. И посмотреть, какая будет разница у них в размере. Взять один и тот же крючок, все, и вот связать игрушку. Наверное, так и сделаю. Так. Следующие две упаковочки. Это были взяты ниточки из серии «Я не знаю зачем, но мне нужно». Я из этой пряжи особо не вяжу игрушки, так как она тонкая и больше подходит для одежды. Но все равно взяла разные моточки по два цвета, да. Здесь вот новая этикетка, здесь старая. Так, а эти цвета у нас немножко отличаются. Этот более зеленый, этот более голубой. Но, в принципе, они похожи. Ну, так сказать, в одном цвете. Так. Ага, этот у меня коричневый. А я думала, у меня 4 черных. Думаю, вроде бы я 2 только черных заказывала, но нет. Этот коричневый, этот черный. Пошуршала вам здесь. Так, может быть, кто-то не видел, покажу пряжу поближе. Это, в общем, Газал Бэби Котон. Вот такой вот составчик. 40 акрила, 60 хлопка. И знаете, пряжа такая мягкая, все. Но вот когда я ее вяжу крючком, то у меня полотно такое твердое. И, ну, в общем, тактильно мне не нравится. Но мне из нее очень нравится вязать свитера. Или, допустим, одежду для куколок спицами. Или для какой-то там, ну, для детей, да. Для куколок я чаще одежду вяжу. Или для какой-то игрушки. Вот. Полотно спицами получается такое струящееся, мягкое. Мне нравится. Ну и взяла, чтобы было 60 рублей моток. Почему бы не взять? Потому что сейчас уже вот эта вот пряжа, даже на сайте 5 мотков стоит 90. Ну, это как бы там, по-моему, по акции или по скидке. Ну, в общем, взяла. Желтенькие, оранжевенькие, в общем, всех по 2. И последняя упаковочка. Вот эта пряжа, из которой я никогда не вязала. Это Гималай Лана Люкс. Тактильно она похожа на Alize Lana Gold. Здесь 210 метров в 100 граммах. И знаете, там просто вот у нее оставалось эти два моточка. Я подумала, что было бы неплохо связать из такого цвета мишек каких-то. Но на фотографии, конечно, цвета были более песочные. А этот такой серо-коричневый. Ну, в принципе, я думаю, тоже пойдет. Такой необычный, конечно, цвет. Но я думаю, на мишку должен пойти.
Вот. Так, в составе здесь 50 акрила, 50 шерсти. Вот такой моточек. Совершенно не колючая, даже, я бы сказала, помягче, чем Alize. Ну, Alize Lana Gold. Вот. Ну, ничего, такая хорошая пряжа. Я думаю, пригодится. Если я из нее ничего не свяжу, то что-нибудь свяжет мама. Например, носочки. Это, наверное, подарочек, потому что я такой моточек не заказывала. Это Газал Baby Cotton, но который 25 грамм. И вот если сравнить его с обычным моточком, то это вот так выглядит. Вот. Ну, знаете, кто вяжет маленькие игрушки, я думаю, такие моточки тоже актуальны. Взял там всех цветов понемножку, либо кто только начал вязать. Но, в принципе, для начинающих она не очень хороша, немножко расслаивается пряжа. Ну, для новичков. Для тех, кто давно вяжет, то отлично будет. А для спиц так совсем шикарно. И последний моточек, это вот такая вот пряжа Yarn Art Flowers. Все, наверное, знают, видели. В составе 55% хлопка и 45% полиакрила. Это моточек 250 грамм, и здесь ровно километр, 1000 метров. Я из такой пряжи вязала для себя кофточку в том году. Или в том году. Ну, в общем, вязала такую зелененькую. Вот. И решила связать еще одну. И взяла вот моточек пряжи. На мой размер. У меня достаточно таки большой размер. 50, может быть, даже 52. Ну, в общем, 50-52. Вот этого моточка прекрасно хватает. И даже там еще остается. Обычно последний цвет у меня не задействован. Вот. И получается такой на лето топ, кофточка с коротким рукавом. Вот. Не могла пройти мимо и не купить, так как вот этот моточек стоил 405 рублей. Это, знаете, такая шикарная цена. Даже с учетом того, что доставка мне обошлась 500 рублей, вся эта пряжа все равно мне вышла более чем на 1000 дешевле, если купить даже в другом интернет-магазине, да, там подешевле, который... Ну, в общем, я думаю, вы поняли. Вот. В общем, была вот такая у меня покупочка пряжи. Я не знаю, стоит ли оставлять ссылочку на эту девушку, если у них там еще раз продажа, но я в Инстаграм делилась аккаунтом. Я думаю, кто в Инстаграме на меня подписан, тот уже приобрел у нее пряжу. Вот. На сегодня это все. Увидимся в следующем подключении. Снова всем привет! Подключилась я к вам показать, чем я тут занимаюсь. Смотрите, я связала уже 2 паричка. И кто-то сейчас скажет: Кристина, ты зачем вязала второй? Ты же не знаешь, налезет ли первый. Но нет, я, конечно же, связала пупсика. Он у меня еще не оформлен и выглядит вот так вот странно. Но ему еще нужно подшить ножки, сделать утяжку, и он должен выглядеть совсем по-другому. Я здесь немножко по-другому сделала оформление штанишек. Там было 2 лямочки. Ну, в общем, я не стала заморачиваться и буду делать вот таким вот образом. 1 лямочку. Вот здесь пришью какую-нибудь пуговичку. И будет такой пупсик. Так, смотрите. Вот так вот мы оденем паричок. Сделаем тут утяжку, носик.
Все оформим. И смотрите, какой будет хорошенький малыш. Да, ему еще нужно крылышки. Кстати, как я и думала, вот я связала сначала молочные крылышки, и вот смотрю, они ему совсем не подходят, так как малыш такой светленький. Ну, видите, ну, на мой взгляд, такие крылышки сюда не смотрятся. Сюда, наверное, надо белые. Люблю я длинные кончики ниток. Вот, смотрите, с белыми крылышками намного получше смотрится. Вот. Такой вот малыш. Ну и как я уже говорила, что собиралась вязать не одного, а два. Я подумала, какие бы крылышки, вот такие вот желтенькие, да, немножко. Это Yarnart Jeans 03. В общем, я подумала, какие же оттенки взять, чтобы все подошло. И вот так поприкладывала, посмотрела, что вот к этому рыженькому должно подходить. Вот. И, в общем-то, начала вязать рыженького. Я, знаете, в таких вот непонятных сейчас мыслях, чувствах, да. Кто смотрел все мои вязоблоги, знает, что я арендую полочку в таких магазинах, как Арт Полка, да, там Твоя полка. Ну, в общем, вот типа таких магазинов, где можно заплатить за месяц аренды полки и там продавать игрушки свои, да, либо какие-то другие изделия. Так вот, сейчас одна из таких точек, да, магазинчик один, возможно, будет закрываться. Я говорила, что он как бы перешел в другое здание, там идет ремонт, и сейчас там, где они находятся, тоже здание будет закрываться на ремонт. Ну и, в общем, девушка сказала, если не найдет какое-то другое помещение, да, там вблизи Красной, то, скорее всего, ну, как бы точка закроется. И в общем, получается, что мне пока негде будет игрушки продавать. И я вот думаю, в принципе, я хотела вязать, допустим, 2 туда ангелочка, 2 туда, да, к Дню Святого Валентина, либо просто вот, ну, такая интересная игрушка. Я думаю, вы, ну, купили, например, на подарок, на рождение ребенка. Ну, я думаю, хорошая идея такая, подарить ангелочка. Вот. И сейчас вот в таком непонятном состоянии, то ли думаю вязать туда игрушки, то ли не вязать. То ли я думаю, те игрушки, которые в том магазине, я просто в другой перенесу, и все. Вот. В общем, у меня был список, какие игрушки мне вязать, а теперь я не знаю, вязать их или нет. Буду пока ждать, что мне напишут, скажут. Да. Ну, в общем, вот такие вот дела. И хочу еще показать. Я немножко начала вязать кудри единорожки. Есть у меня вот такой вот процессик, и хочется просто вам показать. Я тут замотала игрушку, чтобы вот эти вот белые части не пачкались. Положила в маленький пакетик. Вот. И таким образом, в общем, защитила ее от грязи. И мордочку не стала пришивать, так как она тоже беленькая. Думаю, буду пока вязать эти локоны. Ну, в общем, не знаю, сколько я это буду вязать. Поэтому вот в таком виде вяжу. Смотрите, я тут долго думала, какой бы цвет подобрать. И мне вот дарила Катя пряжу. Ну, буду говорить Катя, потому что, ну, как еще сказать, ну, говорить всегда моя подписчица, да, ну, тоже. Ну, в общем, подписчица, да. Вот, моя подписчица дарила пряжу, много разной. Я вот показывала в одном из вязовлогов этот подарочек. И там было много пряжи, вот такой вот Ализа Дива. И я посмотрела, думаю, ну, классная пряжа будет именно для гривы. И вот же у меня была заготовочка на единорожку. Я посмотрела всю палитру, какая там у меня была. Еще Yarnart Crazy посмотрела. И больше всего мне понравилась вот такая вот расцветка. И я подумала, что здесь вот голубые оттенки есть, да, светло-голубой, ярко-голубой. И подумала, что этот цвет отлично сюда подойдет.
И такая единорожка вот с такими голубенькими глазками отлично подойдет даже мальчику. Ну, есть же такое, что и маленькие детки, и мальчики любят единорожек. Вот, не обязательно, что единорожка это для девочки. Поэтому решила вот такую вот голубенькую связать. Мне очень понравилось, как вот кудри ложатся. Вот знаете, есть такие вот неровные моменты, но это все исправляется. Просто надо перекрутить все, и все. И кудряшка ровненькая. Вот. Начался у меня цвет здесь вот с такого серо-розового. И знаете, мне понравилось, что не просто там, да, идет кусочками, а вот, допустим, идет розовый цвет, и потом какой-то там темно-серое, коричневое, да, вкрапление, да, кусочек, потом розовенький идет. Ну вот, раскрутила. И здесь вот, смотрите, вот так серый, да, голубой, потом раз, опять голубой, серый, и вот здесь еще крапинки есть такие. Ну, в общем, мне понравилось, что не резкие переходы, а вот такие вот прям, как это, батик, наверное, да? Да, батик. Вот. В общем, мне очень нравится. Конечно, хотела дойти до фиолетового цвета, потом вам показать. Ну, в общем, просто появилось время и решила заснять, чем я тут занимаюсь. Вот, наметила здесь я вот, где ушки у меня будут, чтобы, ну, не заходить за эти места. Здесь вот уши у меня, которые здесь. Вот. И мордочка тоже. Пока здесь у меня отдыхает, чтобы не испачкать. Как бы все равно по 100 раз моешь руки, но белое есть белое. Все-таки оно пачкается. И вот как у меня был случай, что я одну единорожку испортила, у нее пожелтели ноздри. Я ее вязала летом, и, знаете, летом бывает, руки немного потеют. Ты вроде бы этого не видишь, не ощущаешь, но потом через время смотришь, а этот белый цвет, он пожелтел. Ну, я так понимаю, что из-за того, что потели руки. Вот. Я думаю, красивая будет единорожка. Ну, я ее буду так, знаете, не прямо усиленно вязать, а, так сказать, вечером перед сном. Либо буду брать в дорогу. В принципе, хотя у меня сейчас вроде поездок не будет. Хотя, наверное, будет. Мне нужно будет в этом месяце менять права. Да. Угу. Уже 10 лет права. Надо будет их менять. Так. В общем, не знаю, насколько там вышел этот вязоблог. Я хотела вставить еще видео с погодой нашей. Я буквально недавно снимала видео, хотела показать, что у нас цветут цветочки, зеленая травка, там зеленые поля. И вот буквально вчера у нас выпал снег. Да. Ну, в общем, не знаю. Либо я их уже ставила между вязовлогами, эти кусочки. Может быть, в конце. Ну, при монтаже я там уже определюсь, куда их ставить. Просто хотела показать, какая у нас бывает погода. Вчера было плюс 15, а сегодня у нас минус 10.
Скорее всего, на этом буду заканчивать свой вязовлог. Надеюсь, он был интересным. И в следующих вязовлогах я постараюсь вам показать вот этих вот малышей. Довяжу их, оформлю полностью и покажу. Кто еще вдруг думает, что связать вот к 14 февраля, ну, кто отмечает этот праздник, да, я знаю, что я же не одна, допустим, выставляю игрушки на полочке, то я думаю, вот такая игрушечка будет, ну, востребованная, чтобы не только сердечки вязать, но еще что-нибудь такое миленькое. Вот. Так что готовые работы покажу уже в следующем видео. А на этом все. Спасибо огромное за просмотр. Спасибо за ваши комментарии, лайки. И всем пока, до нового видео.